Овнам эта неделя предлагает веселую дорогу, причем с некоммерческими целями. Долго вы в нее собираетесь, долго думаете, даже пришлось кого-то уговорить, чтобы поехать, или отговорить, или переубедить, потому что вас отговаривали. В общем, вы продавили ситуацию, настояли на своем и отправляетесь куда-то или затеваете праздник. Вообще в целом неделя праздничная. Просто вот основная тема – праздник по случаю завершения крупного проекта, строительства дома, продажи чего-то, заключения крупного контракта в бизнесе или на работе. Ощущение полноты жизни, ощущение того, что рядом с вами нужные и ваши люди. И неплохие карты для любовных каких-то притязаний, возможны веселые свидания, опять же, поездки, связанные с любовью, свидание плюс поездка, прекрасно, я считаю. И при этом мы не скатываемся абсолютно в какие-то очень такие физические даже моменты. То есть любовь в вашем случае или влюбленность выглядит очень даже платонической, очень какой-то возвышенной, совестливой, я бы сказала. Это время, когда вы одариваете других своим вниманием. Праздник как бы не для себя. Например, щедрая, мудрая мама делает праздник для ребенка или для детей, такой детский праздник. Причем затрачивает на это максимум усилий, максимум, может быть, даже своих каких-то, очень личных ресурсов. В целом эти карты советуют вам действительно побольше мудрости и щедрости проявлять в это время. Не бойтесь выбросить целую полугодовую премию на праздник или на поездку, пусть короткую, но очень радостную поездку с друзьями или поездка для всей семьи. Однако определенного мужества – это не время, когда вы что-то теряете, это не время подвигов, но определенного мужества, знаете, такое бытовое есть мужество, гражданское, то есть оно для каждого из нас в том, чтобы каждый день придерживаться собственного мнения, находиться в рамках своих собственных представлений и каких-то жизненных принципов, не поддаваясь чужому влиянию, например, дурному, какому-то разрушительному, безусловно. То есть это время настойчивых, честных, щедрых и при этом очень жизнелюбивых и веселых людей. Вот такое поведение карта вам советует. Тельцу эта неделя готова предложить буквально следующее. И 3. Очень спорное время. Спорное в первую очередь эмоционально. Да, то есть мы здесь не выкинем из песни слова «не без потерь», неделя не без потерь. То есть самый главный вопрос, который вы задаете сейчас времени, картам Вселенной, самый главный вопрос, самый главный ваш план может не состояться, не решиться и провалиться даже с треском. То есть эмоционально ощущаете потерю, все не по-вашему, придется уйти, например, отказаться от притязаний на новую работу, должность, отказаться от свидания, от встречи с любимым человеком, отказаться от, каких-то занятий собой, ощущение опустошенности. Однако помните, что Вселенной лучше знать, что у нас забрать и что нам оставить. Поэтому, в общем, можете считать, что вы прощаетесь бросаете, наконец. Обстоятельства вынуждают бросить у вас чемодан без ручки. Неделя привлечет внимание к денежным темам, к денежным вопросам каким-то. Причем приход денег, скорее всего, значительно идет у тельцов. Значительный, знаете, такой даже неожиданно больше прибыли, больше премию выпишут. Или на работу устроитесь с какой-то большей зарплатой, чем ждали. Однако, и это хорошо, безусловно, материально очень подкованная такая неделя с гарантиями, жирненькая. Однако в окружении таких беспокойных карт появляется вопрос, как будто бы, для вас, конечно, вопрос, а так ли актуальны для вас сейчас эти деньги? Это тот случай, никогда не думала, что произнесу это вслух.
когда дело не в деньгах. Карты говорят, а счастье-то не в деньгах. Деньги есть, вот, пожалуйста. Но вам сейчас надо то, что как раз за деньги не купить. Представляете, вот есть какие-то вещи в жизни, их очень мало, но они не продаются за деньги. И как назло, это вам жизненно необходимо. И это не задается. Это вам не дается. Не задается. Однако вот эти перемены, которые у вас сейчас в финансовой жизни наступают, они надолго. Это прям открытие новой какой-то эры жизненной. Опять же, да, это похоже на открытие бизнеса, на какое-то любое вообще новое ваше денежное занятие, когда вы рассчитываете на новые, достаточно крупные, регулярные и денежные суммы. Поэтому вот такая вот неделя хорошая, много плюсиков мы можем поставить, но и разочарование такое спирающее грудь тоже будет. Связано ли именно это разочарование с деньгами? Ну вот я сказала в каком контексте. Именно в том, что вы деньги бессильны в вашем случае. Возможно, дорога. При этом, возможно, дорога. Карты не настаивают, но если, имейте в виду, если вам хоть чуть-чуть забрежет, хоть чуть-чуть засветит в это время возможность поехать или переехать, уехать, неважно, колеса, самолеты, пароходы, вот все, любые транспортные средства, имейте в виду, что эта дорога, если даже покажется маленькой, незначительной, обернется очень крупной. Вы едете, например, на месяц куда-то отдохнуть, а окажется, что отправляетесь в долгую какую-то, может быть, даже и иммиграцию. То есть старт новой жизни у тельцов. Есть в первую очередь этот старт финансовой жизни. Какой совет карты дают? Измеряйте все, тем не менее, выгодой, то есть выгодно-невыгодно, будьте достаточно практичными, меньше держитесь за прошлое, легче выбрасывать старые вещи. И 100 раз безрассудство приветствует карты. То есть чем более странные, чем более рискованные будут ваши действия, тем они больше пользы принесут и более будут по судьбе. Спасибо. Близнецы и карта недели для близнецов. Вот так вот, да, как-то крупно все. Ох, неделя точно ваша. И почему она ваша? Потому что вас ждет большой жизненно важный выбор. Вот вы выбираете один вариант из двух. Вариант работы, бизнеса, любви, любовного свидания, вариант какой-то для развития вашей семейной жизни или для развития вашего бюджета, каких-то ваших доходов. Эти две самые эгоистичные и вместе с тем самые такие всевластные, что ли, карты выпадают вам. То есть вот представьте ситуацию, вы попадаете в это время на какой-то перекресток, где написано «направо пойдешь, налево пойдешь», ну, с соответствующим продолжением. И только тот случай, когда только от вас зависит, куда вы действительно идете, что вы выбираете. Это не так часто в нашей жизни, вот такой безусловный, однозначный выбор бывает. Поэтому, конечно, обратите на это внимание. Если вы ищете работу, то понятно, что это выбор такой, соглашаться или не соглашаться, но вы готовы даже как-то подгонять ситуацию. И очень много такой даже магической силы в ваших руках. И очень это неделя самых вернее, нет. Цели недостижимые вы ставите перед собой, но это неделя, когда вы их почему-то достигаете. В ваших руках оказываются возможности достигнуть недостижимо. И, конечно же, крупная денежная карта у нас здесь есть. Она напоминает о вообще больших деньгах, часто семейных, это наследство, это какие-то крупные подарки от родственников. С одинаковым успехом вы можете выбрать и одарить кого-то, ну, например, какого-то своего выросшего ребенка одарить квартирой или другим дорогостоящим имуществом. А также вы можете оказаться субъектом, объектом одаривания сами. Все важно. Неделя взрослая. В первую очередь отношения с собственным кошельком взрослые. И вообще выбор своего финансового будущего у вас идет. Выбор для кого-то выбор профессии, для кого-то выбор связанный с семьей. Я не говорю, что выбор именно семьи,
Но такое ощущение, что вам в этом начале марта предстоит даже стать, например, генеральным спонсором для всей семьи, для ваших родственников. Бывает такое, что вот на ваши плечи наваливается. Ну, кто больше всех зарабатывает, тот за всех и платит, как известно. И это очень благоприятные, радостные карты, но для начала, чтобы эта неделя действительно вот настолько эффективно прошла, насколько мы говорим, вам нужно очень осознать себя. Не только свои желания, но и права, возможности, силу, свою индивидуальность. И нужно этого не бояться, и показать себя. Кстати, иногда приходится же показывать себя не с лучшей стороны. На этот вариант карты тоже предусмотрели и говорят вам, пусть вас 100 раз обвинят в эгоизме, чем столько же в нерешительности. Вот такие советы карт. Чем более взрослым, ответственным человеком вы себя ощутите в это время, тем больше, ну, как минимум, денег к вам придет, а может быть и счастья и всего остального. Спасибо. Советы и предсказания карты для рака на предстоящие 7 дней. Наши бодрые, щедрые карты Таро Кроули, гигантские, красочные, яркие. Итак, ну что ж, рака ждет неделя великолепная, в первую очередь очень денежная. Вот представьте, с какой стороны может подкрасться в вашу жизнь, закрасться, заползти финансовая дисциплина, то есть новые доходы, новые источники дохода, прибыли, зарплаты, премии и так далее. Будьте практичными, потому что того как будто бы требует от вас время. Все находится на своих местах, все как будто бы... В общем, неделя идет по порядку. Исполненные планы, то есть планы, вот как у вас в ежедневнике записано, в какой день, во сколько вы, где находитесь, что вы делаете, расходы какие-то вот упорядоченные. То есть неделя такая достаточно именно дисциплинированная. Вот интересно, что такие же карты могут быть не такими хорошими, хорошие для денег, но не так хороши для личной жизни, потому что самодостаточность они описывают, и одиночество как следствие самодостаточности. Мы знаем, что это распространенная такая вот история. То есть, знаете, вот девятка пентаклей, карта прекрасная, но она не дает очень многим людям выходить из дома, принимать гостей, знакомиться с кем-то, строить личную жизнь, потому что так хорошо все устроено, так расписан день, так дома правильно все статуэточки на этажерочке стоят. Но вдруг кто-то зайдет и, например, кружку не туда поставит. То есть эта неделя, вот влияние ее очень двойственное такое, двусмысленное. Она, с одной стороны, многое упорядочивает, но это смотря чего у вас не хватает в жизни. Если вы страдаете от хаоса, например, у вас нерегулярные доходы, нерегулярный режим работы, отдыха и сна и так далее, то для вас, конечно, эта карта хорошая, потому что вот он, порядок приходит, ясность какая-то, ответственность даже перед собой. Вот. Но при этом неделя может оказаться скучной, интересы и приобретения и радости сводятся именно к деньгам, каким-то финансовым вопросам. И при этом вот за деньгами или за этим порядком, это, знаете, как правильно с психологической точки зрения, обсессивная называется неделя. Обсессивная. То есть это даже вы можете чересчур стремиться к порядку, и при этом много другого важного рискуете пропустить. То есть есть тайна, пока вы, например, занимаетесь практическими делами, мелочами, так скажем, да, зарабатыванием или сохранением, пускай сбережением денег какими-то, бегаете по денежным делам финансовым, что-то очень крупное, важное, чувство собственное или чувства другого человека проплывают мимо. Из этого родится непонимание, какая-то тайна, то есть напускается такой вот в жизнь туман. И
сомнения в результате, сомнения, может быть, в правильности собственного вот этого выбора, зачем я это все делаю. Какие советы дают такие карты? Ну, конечно, практичность никому в этой жизни еще не навредила, но старайтесь за простыми хозяйственными делами, скучными, рутинными, все-таки замечать и нечто другое. Ваша эмоциональная жизнь, жизнь сердца, души тоже важна. Спасибо. Предсказания и советы карт на неделю для Льва. Итак, опасайтесь испугаться и передумать. Нечто важное из важного, что-то в ключевых каких-то жизненных вопросах вас напугает и смутит. То есть самая худшая ненужная эмоция, она в целом вообще всегда такая. Но для вас в этот период это как раз страх или какая-то опасливость. Предстоящие события на работе, например, разговор с начальником или реорганизация, оглашение списков на сокращение, например. Пугающий разговор может быть с кем-то из родственников в семье, или пугающие такие же траты, бывают и денежные вопросы, которые нас в трепет приводят. Все это, конечно, очень затормозит, не даст решиться. И главное, и первый совет для Льва – это не преувеличивайте собственные страхи. Судьба нам и так много дает каких-то пугающих или странных обстоятельств, но не надо это все усугублять, придумывать какое-то лишнее, такое вот и напрасное. Вообще неделя может быть, если вот мы игнорируем вот эти страхи, то есть не даем им волю расползтись, неделя это может быть суетная или суетливая скорее, правильная при этом, везучая и очень веселая. То есть вам предстоит во всем выбирать из двух вариантов. Мы все знаем, что есть закон парных случаев. Это 2 работы, когда ни одной не было. 2 приглашения на свидание, когда тоже ни одного не было. В общем, какая-то есть, знаете, постоянная каждодневная суета. Придется много недалеко, но все-таки ездить. Много разговаривать с людьми. Много, а самое главное, что обозначает карта? Это много-много-много выбирать каждый день. Белая сумка или черная, с одной подругой пойти в кафе или с другой и так далее. То есть это вот вся неделя из-за выбора, но не сложного и, не, в общем, не жизненно важного. Однако в этом как раз суть жизни и состоит, и философия жизни именно в том, что судьба только и складывается из ежедневных принятых нами решений. То есть вот в целом карты говорят, что, наверное, вас на этой неделе обстоятельства не обременят и не будут ждать от вас слишком многого. То есть сильно много работать нет, пожалуй, не надо. Рисковать и делать резкие решения, принимать какие-то ответственные решения. Нет, пожалуй, этого тоже не будет. Но постарайтесь вот в повседневной, рутинной, что ли, суете все-таки выбирать верное, не слишком из-за этого волноваться. И еще обратите внимание на фигуру какого-то человека. Этот человек похож для вас на учителя, но роль учителя может исполнять, по сути, кто угодно, и это не всегда связано же с возрастом и с образовательным уровнем, да. Как правило, это старший родственник, преподаватель в университете, для кого-то начальник, кому-то это старший брат. Есть некая идея покровительства сейчас для вас важная в жизни. Может быть, это как раз человек, разговор с которым, доверительный разговор, очень избавит вас от вот этих вот страхов. А то смотрите, что у нас происходит со львами. Случаются, обсуждаются и выбираются просто пустяки, какие-то вопросы вы решаете, от которых жизнь ваша никак не зависит, а переживаете значительно больше. Вот. И, может быть, этот человек как раз поможет, как мудрее, более философски подходить к этим вопросам. И это совет, вот появление этой карты, это всегда совет обратиться к какому-то более мудрому, ну, вы, по крайней мере, вы должны его таковым считать, более мудрому человеку,
Вот, собственно, и все. В каком-то смысле карты и выбор описывают связанный с учебой. Если ваши все претензии, притязания к этой неделе о личной жизни, то нет, карты не отменяют ни новых знакомств, ни каких-то свиданий. Однако вопрос, куда это все приведет и насколько вам это нужно, остается открытым. Спасибо. Предсказания и советы карт для Девы на неделю. Неделю с полнолунием. Вот уж кому предназначены аплодисменты, лавры и подвиги, и возможность хорошо поработать и отличиться, так это точно Деве. Приветствуется работа на благо, на собственное, да, ради собственного блага, на благо общества, на благо компании. И это очень профессиональное время. Можете очень легко найти отличную новую работу. Можете вырасти в должности. Можете просто заработать непререкаемый авторитет в качестве какого-то специалиста и профессионала. Карты советуют вам вот эту свою профессиональную состоятельность прямо доказывать, понимаете? А что значит доказывать? Это значит, что кто-то будет с вами спорить на эту тему, причем не конкурировать и выставлять свои какие-то способности и навыки, нет, а именно дискредитировать, обесценивать ваши способности. Это знаете, на что похожа ситуация в целом? Вот любая ваша жизненная ситуация уложится в такой сценарий. Вы как будто бы выигрываете как в каком-то конкурсе, оказываетесь по разным причинам, это и личной жизни касается, лучше всех, лучше других, то есть отхватываете все призы и лавры, и успех этот заслуженный, но этот ваш успех кому-то не дает спокойно спать, кому-то не дает покоя, и это все выливается в конфликт. Представляете, вот вас назначают работником месяца в вашей компании, вешают вашу фотографию на доске почета, и при этом разгорается прям скандал, потому что вот кто-то не согласен. Я не говорю об интригах и какой-то откровенной зависти, но это именно успех и при этом необходимость показать себя не с лучшей стороны. А еще карты в целом советуют девам действительно стремиться к своим целям. Это время, когда у вас есть силы, ресурсы, вот эта самая волшебная энергия. И единственное, что вас может остановить на пути к победе, ну, например, вы можете победить в конкурсе за какую-то должность новую или за новую работу, можете победить в конкурсе на внимание какого-то человека. Я про любовь, про личную жизнь тоже говорю, хотя в меньшей, конечно, степени, потому что карты более социальные и деловые. И все эти вершины покорятся вам, если вы пойдете на пролом, не будете стараться выглядеть, скажем так, лучше других. Неделя очень-очень оптимистична. И вот такие вот крупные мечи, у нас здесь есть карта масти мечей большая, это еще и интеллектуальный потенциал. То есть это повод для вас, дорогие девы, ваши знаменитые аналитические, критические и точно не как у всех мозги, как-то очень правильно, очень выразительно приложить и использовать, до чего-то додуматься, где-то прозреть и что-то изобрести. Спасибо. Предсказания и советы карт для весов. Впереди неделя, да, с полнолунием. Весы — воздушный знак, поэтому, может быть, смена лунной фазы вас меньше других касается, меньше, чем ваших соседей, скорпионов, например. Но, тем не менее, про полнолуние считается, что должны помнить все. Опасайтесь испортить отношения с женщиной. Вот представьте, карта буквально говорит, вы можете потерять женщину, ее доверие, ее внимание, ее поддержку. Кто эта женщина? Если вы зритель мужчина, то это любящая или любимая девушка.
карты, например, вам могут обещать просто конец отношений с вашей возлюбленной невестой, подругой, girlfriend, с женой, вот и так далее. А для зрительниц канала Королева Кубков это скорее добрая подруга, родственница, сестра, коллега. Это женщина, с которой вы имеете доверительные отношения. Не столько полезные, сколько у вас есть эмоциональная связь. Вот. То есть центральная фигура недели – женщина, с которой вы имеете эмоциональную связь. Может быть, родственница, кстати, достаточно близкая. И ее очень многое, что волнует вас в это время, происходит как будто бы не с вами, а происходит с ней, с женщиной. А вам приходится сочувствовать, поскольку вы как-то подключены эмпатически, да, подключены к ее эмоциям. Все, что происходит с ней, очень влияет на вашу жизнь, или как минимум это аукнется и определит ваше настроение. Видите, какой-то кризис здесь есть. И два варианта. Возможно, этот кризис жизни вот этой девушки, женщины, там, я не знаю, бабушки, вас поссорит и встанет между вами и сделает для вас разлуку. Кстати, ссоры, я про ссору здесь ничего не говорю, конфликта я между вами не вижу. Здесь скорее набор таких неподвластных обстоятельств вам. Либо этот кризис случается в жизни вашей подруги, родственницы, сестры, дочери, и вам приходится ее, не знаю, там, спасать, как-то помогать, что-то разгребать за нее. Скорее всего, эти разговоры больше связаны с работой, с какими-то социальными делами, с поездками, впрочем, не дальними. Для кого-то королева кубков будет это повод посмотреть на себя. То есть вот представьте, здесь эмоции, жизнь вашей души. Карты говорят, что у вас есть любовь, у вас есть какая-то сейчас по-настоящему любовная привязанность, причем граничащая со страстью, которая по каким-то причинам сейчас заставляет вас пострадать. Вот любовь, причем вы в активной позиции, как будто бы вы за эту любовь готовы бороться или там, не знаю, на край света за ней отправиться. Но сейчас для вас это страдание. Это даже страдание выглядит как конец жизни, например. Или не конец жизни, да, а конец какого-то жизненного этапа. То есть пострадать или перестрадать за любовь. И это может быть ваша любовь романтическая, если мы принимаем карту за ваш портрет. А может быть, это ваша любовь такая библейская, какой-то доброй женщине, за которую вы переживаете, за которую. Что карты в данном случае советуют? Перемены, кризисы, потери, особенно когда они вот такие эмоциональные, когда это режет по душе, царапает и скребет, эти перемены нужно принимать и отпускать. То есть фатум здесь работает. То, что вы в этот заявленный период потеряете, и то, что вам придется отстрадать, это неизбежно, полезно в конечном итоге, как-то развивает вашу душу. То есть этого не нужно бояться. Пройти через очищающий какой-то вот эмоциональный огонь вам придется. Но есть и хорошие новости, правда? Я не вижу при переживании очень сильные, накал эмоций, накал страстей. Но я абсолютно не вижу каких-то неприятных по-настоящему вещей, например, интриги или предательства, тайны или соблазны, искушения. Все происходящее, разговоры, ваше сочувствие или отказ от жизненных планов, все это очень открытое, все это на поверхности, а значит, нет тайн, и все это, бури улягутся, все это лечится. Спасибо. Так уж сложилось, дорогие скорпионы, что вы водные люди и очень зависимы от этого ночного светильника, от Луны. И поэтому
полнолуние, да, опасное время для вас, потому что, с одной стороны, вы замечали, что избыток сил, прямо прилив какой-то энергии физической, эмоциональной у вас случается, а с другой стороны, на этой как раз энергии очень легко наломать дров. Когда вы всех любите, то вы также легко готовы и со всеми поругаться, со всем миром. Ну, знаете, это же в обе стороны работает. Вот и карты сразу предупреждают вас о возможности в это время большого конфликта. Насколько он серьезный, насколько он по поводу. Мы тут это не оцениваем. Самое главное, что голос повышается, слова грубые, которые потом не поймаешь, как воробья, вылетают, и щепки летят в разные стороны. То есть близость, близко конфликтная ситуация. И что-то мне подсказывает, что эта ссора может быть с самым близким, самым любимым человеком. Любимым в буквальном смысле. То есть карта описывает ссору в паре. В паре. Кого вы считаете сейчас своей парой? Кажется, вопрос риторический, да? Пара – это романтический партнер какой-то, муж, жених или там жена, невеста. Ну, не для всех. Кого-то важнее, например, бизнес, партнерство или какое-то творческое сотрудничество. Вот представьте, какого человека вы сейчас считаете для себя самым необходимым, самым подходящим и самым понимающим. И вот как раз с ним у вас есть риск поругаться. Не скажу, что эта ссора обязательно не нужна, она не пустая, она может быть и назрела, и может быть это даже как бы очистит ваши отношения и даже начнет какой-то новый этап для них. Но понятно, что в основном речь идет о каких-то таких профессиональных проектах, вообще социальных, деловых, бизнес-проектах. То есть ваша жизнь, вот в целом, если мы оцениваем какую-то объективную сторону, да, как дела, если мы со скорпионами отвечаем на вопрос, как дела, то вы скажете, о, хорошо дела. У вас что-то продолжается крупное после застоя. Например, поиски работы продолжились и увенчались успехом. Поиски компромиссов с семьей или с любящим человеком тоже продолжились и увенчались успехом. То есть много хороших новостей, много очень правильных людей в это время. Ну, о людях даже конкретно здесь один есть мужчина, огненный, такой, знаете, яркий и жаркий и обжигающий, который приглашает вас куда-то или что-то предлагает вам. И он тоже выглядит как герой конфликта, потому что, видите, карты складывают вас с ним в пару, но в то же время предлагают какой-то очень серьезный, очень крупный повод поругаться, друг друга не понять. В этой же паре. Вот такая активная неделя. Карты вам советуют, конечно, побольше, чтобы у вас было побольше сил. Карты предлагают вам запасаться вот именно силами физическими, временем, потому что возможностей очень много. Ну, в конце концов, даже правильно, как-то экологично, как сейчас говорят, поругаться с кем-то бывает полезно. Ну, меня смущает только то, что, конечно, такие карты очень большой расход энергии, нервов берут, потому что даже после крупной ссоры с каким-то очаровательным королем, если вы потом миритесь и понимаете, что друг без друга не можете жить, это все равно очень накладно, расходно по чувствам. Спасибо. Предсказания и советы карт на неделю для Стрельца. Сначала предсказания. Предсказания очень даже неплохие. Две карты масти пентаклей обращают ваше внимание на деньги. У вас будет хорошо с деньгами. Будут хорошие денежные новости.
сами деньги придут, новые денежные суммы, новые заработки, люди полезные для ваших денег, люди, которые, знаете, как минимум один человек, который в клювике тоже какую-то хорошую новость несет о том, что премию выплатят или о том, что прибыли хороший бизнес принесет. Это время установления финансовой дисциплины в вашей жизни и установления дисциплины вообще. То есть здесь многое складывается в какой-то порядок, приходит в порядок, раскладывается по полочкам, и у вас как будто бы намечаются даже новые серьезные планы. Время, когда вам очень становятся понятны ваши жизненные горизонты, когда записи в ежедневнике на долгое время уже становятся более четкими, явными. Уходят тайны из вашей жизни, уходит беспокойство по поводу из-за неорганизованности или из-за какого-то, вы знаете, тумана. То есть наступает время, когда все вы можете посчитать, как минимум ваши деньги, свести дебет с кредитом. То есть, знаете, какая-то у стрельцов получается, ну, скучноватая, я согласна, очень бухгалтерская неделя. А еще карты говорят, что вам в это время полезно быть закрытыми. Вот представьте, ваши вот эти денежные дела не надо ни с кем обсуждать, а вам этого и не захочется. А потому что кому-то захочется вам помешать или помочь в этом, что еще хуже. И я не думаю, что это большая тайна, что вам придется действительно скрывать доходы от кого-то. Но тем не менее, карты предупреждают о том, что излишне откровенные разговоры сейчас о деньгах, о жизни, о ценностях каких-то вам совершенно не нужны. Отдельный вопрос, конечно, это личная жизнь. Вот карты далеки, карты не эмоциональные. И вообще-то они от романтических приключений, так скажем, карты эти далеки. Но если у вас в это время случится новое романтическое знакомство, оно может быть, потому что есть карты фигурная карта, которая указывает на появление нового человека. Это знакомство будет не быстро развиваться, отношения будут не быстро развиваться, но зато они очень возможно в будущем приведут к хорошему результатам. То есть они будут надолго, они будут какие-то практичные, полезные, выгодные. Это будут отношения с серьезными намерениями. А еще я думаю, карты не советуют вам, карты эти очень стабильные или инертные скорее. Они не советуют вам делать какой-то денежный выбор на следующей неделе, ну или делать просто какой-то выбор вообще. То есть на любой вопрос, где вам нужно выбрать, ответить, например, да или нет, лучше по возможности пока не отвечать. То есть это время, когда вам нужно 7 раз отмерить и ни разу не отрезать. Спасибо. Предсказания и советы карт на неделю для Козерога. Итак, неделя с начинкой и с полнолунием, которая, я думаю, удивит всех. Фигурные карты выпадают, поэтому хотите того или нет, Козероги, вам придется таки, вопреки вашим правилам жизни, обратить внимание на людей, которые вокруг вас, которые вас в это время сопровождают. И первый человек, важная фигура, это ваш начальник, кем бы он ни был, какие бы между вами ни были отношения. Ну вот, нечто казенное, нечто начальствующее, отношения власти, подчинения. Вот это становится очень-очень важно. Если у вас нет начальника вот такого непосредственного, например, если вы бизнесмен и работаете на себя, то это
А может быть такой собирательный образ власти вообще. То есть ждите ревизора или какого-то проверяющего, какую-то проверяющую инстанцию. В общем, карты советуют козерогам не слишком спорить. Не слишком спорить с власть придержащими персонами. При этом денежные вопросы хорошо, легко, правильно решаются. Особенно, опять-таки, если вы найдете поддержку. На этот случай поддержка скорее женщины. Практичную, денежную, добрую в меру, подругу. Время это вам предлагает. И эта женщина, к которой, может быть, можно вот обратиться за деньгами или за протекцией, или за как раз за спасением от вот этого человека, который пытается как-то свою власть относительно вас проявить. Но в целом, я так скажу, ситуация безопасна. Если речь идет про работу и про коллектив, то здесь мы видим начальника, здесь мы видим начальника, естественно, его какие-то директивы относительно вас, он вас может в командировку отправлять или пересадить там в другой отдел, на другой этаж. И при этом здесь есть коллектив, есть очень благоприятная эмоциональная среда и изобилие жизни в целом. То есть если бы мы вот здесь, например, именно увидели плохую карту, то и, соответственно, происки властные против вас тоже были бы плохие, например, или с плохими последствиями. А здесь, в общем, любая ситуация жизни остается для вас благоприятной. Но в первую очередь потому, что вас сейчас окружают очень понимающие, умные и доброжелательно настроенные люди. Для каких-то новых вещей и начинаний, наверное, эта неделя не очень подходит, потому что вот именно нового веяния, что ли, или новой какой-то энергии я здесь не вижу. Все люди какой-то вклад в вашу жизнь, в ваше настроение вносят. Но по большей части это люди, которых вы хорошо знаете. Такие советы карты вам дают. Тоже обращайте внимание на коллектив. Вот все ваши чаяния, они должны быть не индивидуальные, не эгоистичные, а именно коллективные. То есть здесь вы как будто бы сочувствуете интересам компании в целом, а не только своим заработкам. Помогаете начальству. Десятка кубков редко об этом говорят, но это еще и карта альтруизма. То есть вы должны быть, не безрассудно щедрыми, но вы должны где-то дать дорогу другому. Или научиться порадоваться за ближнего. Спасибо. Предсказания и советы карт для Водолея. Я напоминаю, что мы наблюдаем впереди очередную чудесную весеннюю неделю. Она будет с начинкой из полнолуния, значит, неизбежно неделя окажется эмоциональная. Ну, а как пристроить, как правильно распорядиться эмоциями, это вот мы как раз спрашиваем карты. Ага. Первое предостережение Водолеям: нельзя ни в коем случае решиться на конфликт. Ни в коем случае. Хотя будут вызывать и провоцировать. Или у вас будет такое желание. Вы разозлитесь, взбеленитесь, впадете в ярость, разозлитесь. Не знаю, какие синонимы здесь еще уместны. И, конечно, вам очень захочется выставить кому-то претензии, кого-то резко и внезапно покритиковать или кого-то по-настоящему отругать, например, своих подчиненных в отделе. Но ни в коем случае этим негативным эмоциям, пожалуйста, не поддавайтесь. Вы должны сначала додуматься. Хороший старинный способ из нашего детства есть: досчитать до 10. После этого, говорят, самый явный и надежный гнев уходит. Правда, не у всех. Вот. А дальше вам нужно подумать. Например, конфликтная ситуация происходит, хотя нет, это королева, это не конфликтная ситуация, это скорее длительная психотравмирующая история.
То есть это когда вы долго с кем-то, например, на работе с с кем-то из коллег друг друга не понимаете. Или кто-то долго действует вам на нервы, вызывающе себя ведет. Да, хотя бы в семье или в кругу друзей. И вы должны задуматься, и никому об этом не сказать, задуматься о том, что привело к этой ситуации, почему вы так сильно переживаете из-за слов или поступков другого человека. И вам карты советуют поискать, именно поискать, подумать, присмотреться, вот поискать какой-то выход ведомый только вам. Мы знаем, что водолеи самые изобретательные люди во всем зодиакальном поясе. Вам нужно изобрести какую-то историю, чтобы разрешить вот эту вот конфликтную ситуацию. И важно с этой картой: никому об этом не говорите. Двойка мечей, она приветствует молчание. Вы не должны помощи просить ни у кого. Вы не должны давать кому-то, чтобы вам помешали. То есть это такой тотальный уход в себя. Знаете, это вот вы с кем-то поссорились, или, опять же, повторюсь, не открытый конфликт, но вы, например, на кого-то обиделись, возмутились чьим-то поведением. Но следующий шаг важно. Вы об этом никому не сказали, представьте. Вы не стали жаловаться начальнику или маме на сестру. Вы не стали мужу ничего рассказывать. То есть, знаете, это какая-то очень ваша история. Чтобы правильно ее разрешить, вот это страдание свое, вам нужно побыть наедине с собой. Вот, и никого не послушать. И, судя по всему, речь идет, вот переживание сильное, обида сильная, или просто напряжение эмоциональное очень сильное идет. Здесь же, видите, злодейка, та самая пиковая дама, королева мечей есть. Но это напряжение, скорее всего, из-за мелкого вопроса, вот что самое обидное. То есть судьба планеты или даже ваша судьба абсолютно тут не решается. То есть это просто какая-то бытовая, довольно обыденная и средняя вещь. И если вы сдержите свой гнев или свою обиду, у вас получится все это довольно быстро и легко. Не то чтобы разрешить, нет, разрешения тут нет, оно само заживет. Знаете, день промолчите, на следующий день сами не вспомните. Вот основной сюжет вот такой. Если речь для вас идет про личную жизнь, то очень под большим сомнением примирение. Ну, знаете, многие же ждут и делают ставку в личной жизни на возвращение какого-то человека, на возвращение чувства или на возвращение любви, какой-то любовной истории. Не знаю. Вот как раз этот сценарий, там, упасть в объятия к бывшему, вот сюда никак вам не подходит. Так, например, карты, возможно, советуют вам как раз не проявлять инициативу, не писать, не звонить интересующему лицу, потому что, по крайней мере, не теперь, потому что есть действующая соперница. Спасибо. Почти весь март поздравляем рыб с днями рождения. Вот и в следующую неделю, о которой мы говорим, тоже многие из вас, дорогие рыбы, отметят этот замечательный, всегда радостный в любом году праздник. Я присоединяюсь к любым поздравлениям, желаю вам всего наилучшего. Советы, предсказания карт для вас на эту неделю. Ага, ну вот наконец-то мы добрались до романтической темы. Скажу вам по секрету, что больше темы романтики или романтического знакомства ни у кого из ваших соседей по зодиаку не мелькало. Как будто бы все заняты больше делами или выяснением отношений. А у вас как раз новое романтическое знакомство здесь появляется. Новое и романтическое. Я на этом настаиваю, потому что в основном вижу здесь послание истинной любви. Не пропустите, держите сердце и глаза
открытыми где-то рядом с вами эти вибрации, любовь, да, волшебство любви, влюбленности. И это, конечно же, прекрасно. Новое романтическое знакомство очень возможно, очень близко. Шанс на любовь. Знаете, какой-то гарантийный талон. Вот эта карта как гарантийный талон, как билет в беспроигрышную лотерею. Если появляется, это значит, вам предстоит влюбиться. Что может быть прекраснее в начале весны, тем более, когда у вас день рождения где-то рядом, да? По-моему, это прекрасно. И однако вот эта любовь, это романтическое знакомство приходит с тенью соперничества, немножко с духом, с тенью соперничества. И похоже по обилию вот этой вот масти жезлов, что эта любовь застигает вас, застает вас где-то на рабочем месте. То есть это новое знакомство, связанное так или иначе с работой или с творчеством, с вашими делами, с вашими социальными какими-то, с вашим социальным портретом, с вашей повседневной какой-то вот культурной жизнью. И понятно, что это неплохо и нехорошо, это может быть подсказка здесь для вас такая, а где его искать, это новое знакомство? Ну так, на всякий случай, чтобы не пропустить. Безусловно, на работе, по крайней мере, вы будете заняты делом в этот момент, когда появится нужный человек, искомое какое-то лицо. А для всех, кто не ищет романтических приключений, карты все равно тоже очень хорошие. На следующей неделе удастся очень прилично поработать или найти новую работу, новое приложение своим силам профессиональным. И карьерный рост возможен, хотя и не слишком крупный. Карты советуют вам смело бросаться в разные конкурсы и соревнования, потому что вы наверняка победите и окажетесь лучшими. А также карты рекомендуют приветствовать новых людей. Ни одно из предстоящих в это время знакомств не окажется, скажем, лишним, разрушительным, токсичным или пустым. Спасибо.